Всем привет, я Наталья, а это мой канал о вязании. В этом видео свяжем с вами вот такую небольшую, но очень удобную и вместительную сумочку. Сумка состоит из трех деталей. Две основные детали, которые идут с одной и с другой стороны, и одна деталь, которая служит и ручкой, и донышком. Вяжется все отдельно, затем вместе соединяются. Еще отдельно к основным деталям довязываются планочки для молнии. Размеры этой сумки: в ширину 25 сантиметров, плюс глубина 6 сантиметров, в высоту 16 сантиметров и ручка, длина ручки 50 сантиметров. Достаточная длина ручки для того, чтобы можно было повесить ее на плечо и носить с удобством. Вязать сумку мы будем шнуром Карамель Дольче. У меня цвет марципан. Толщина этой нити 4 миллиметра. Моточки 100 метров. Вес моточка 200 грамм. И используем крючок 4,5. В описании под видео добавлю ссылку на магазин, где вы сможете приобрести любые материалы для вязания. И также оставлю промокод на скидку. Буду очень рада, если вы воспользуетесь моей скидкой для покупки всех необходимых материалов для вязания сумочки. Набираем 31 воздушную петлю. Делаем установочную петельку. И набираем 31 воздушную петлю. Набрали 31 воздушную петлю и разворачиваем наборную косичку изнаночной стороной к себе. И видим, что у нас за петлями находятся вот такие перемычки. В эти перемычки нам нужно будет сейчас связать полустолбики. Находим вторую перемычку. И вяжем в нее полустолбик. Следующую перемычку также вяжем полустолбик. И дальше по всей длине цепочки в каждую перемычку мы вяжем по одному полустолбику. Всего в ряду должно получиться 30 полустолбиков. Связали 30 полустолбиков. И переходим к вязанию следующего ряда. Но прежде чем его начать, давайте немножко поднимем хвостик нити, чтобы ввязать его сразу в полотно. Вот в эту петельку, в последнюю, заводим крючок и ниточку вытягиваем через эту петлю. Выводим ее на этот ряд, чтобы удобно было ввязывать. Одеваем снова петельку на крючок. Делаем одну воздушную петлю подъема и начинаем вязать следующий ряд. Следующий ряд мы вяжем столбиками без накида. Начинаем вязать со второй петли от крючка. Первая петля, вторая. Заводим в эту петлю крючок и вяжем столбик без накида. В следующую петлю заводим крючок и вяжем следующий столбик без накида. Хвостик нити лежит по центру, чтобы удобно было его ввязывать. Связали второй столбик без накида. И дальше по всему ряду в каждую петельку мы вяжем столбики без накида. По одному столбику в каждую петлю. Всего в ряду должно получиться 30 столбиков без накида.
Довязываем до конца этот ряд. Делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Во вторую петлю от крючка вяжем столбик без накида. В следующие 4 петли нам нужно связать по одному рельефному столбику с 2 накидами. Делаем 2 накида на крючок, находим следующую петельку и заводим в нее крючок. Возвращаем крючок под следующей петлей на лицевую сторону. Подхватываем рабочую нить, протягиваем, провязываем 2 петли на крючке, еще 2 петли на крючке и еще 2 петли на крючке. Снова 2 накида на крючок. В ту же петлю, откуда выходит ножка предыдущего рельефного столбика, заводим крючок и под следующей петлей выводим его на лицевую сторону. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем 2 петли на крючке, 2 петли на крючке и оставшиеся 2 петли на крючке. 2 накида на крючок. Заводим крючок в петлю, из которой выходит ножка предыдущего столбика. И под следующей петлей возвращаем крючок на лицевую сторону. Подхватываем рабочую нить, провязываем 2 петли, 2 петли и еще 2 петли. Снова 2 накида на крючок. В ту же петлю, откуда выходит ножка предыдущего рельефного столбика, заводим крючок и выводим крючок под следующей петлей на лицевую сторону. Подхватываем рабочую нить, провязываем 2 петли, 2 петли и еще 2 петли. Связали 4 рельефных столбика с 2 накидами. В ту же петлю, откуда выходит ножка столбика, вяжем столбик без накида. В следующую петлю вяжем столбик без накида. В следующие 4 петли вяжем по одному рельефному столбику с 2 накидами, то есть повторяем вот этот элемент. 2 накида на крючок. В следующую петлю заводим крючок и выводим его под следующей петлей на лицевую сторону. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем 2 петли, 2 петли и еще 2 петли. Снова 2 накида на крючок. В ту же петлю, откуда выходит ножка последнего рельефного столбика, заводим крючок и под следующей петлей выводим его на лицевую сторону. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем 2 петли, 2 петли и последние 2 петли. Два накида на крючок. В
ту же петлю, откуда выходит ножка предыдущего рельефного столбика, заводим крючок и выводим под следующей петлей на лицевую сторону. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем 2 петли, 2 петли и еще 2 петли. 2 накида на крючок. В то же основание, откуда выходит ножка предыдущего рельефного столбика, заводим крючок и выводим под следующей петлей на лицевую сторону. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем 2 петли, 2 петли и 2 петли. Снова связали 4 рельефных столбика с 2 накидами. В то же основание, откуда выходит ножка рельефного столбика, заводим крючок и вяжем столбик без накида. В следующую петлю вяжем столбик без накида. И дальше повторяем. Снова 4 рельефных столбика и 2 столбика без накида. Вяжем так до конца ряда. Итак, в конце ряда связали 4 рельефных столбика с 2 накидами. И в то же основание, откуда выходит ножка последнего рельефного столбика, вяжем столбик без накида. Связали и смотрим, что получается. В начале ряда столбик без накида. Дальше 4 рельефных столбика с 2 накидами. Дальше 2 столбика без накида. Дальше повторяем 4 рельефных столбика с 2 накидами, 2 столбика без накида. Снова 4 рельефных столбика с 2 накидами, 2 столбика без накида. 4 рельефных столбика с 2 накидами, 2 столбика без накида. В конце ряда 4 рельефных столбика с 2 накидами и 1 столбик без накида. Связали лицевой ряд с рельефными столбиками, должно получиться 5 вот таких повторов, да, 5 таких повторов, назовем их. И переходим к вязанию изнаночного ряда с рельефными столбиками. Делаем одну воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Во вторую петлю от крючка вяжем столбик без накида. Дальше вяжем 4 рельефных столбика с 2 накидами. По одному в следующие 4 петли. Или точнее, по одному за каждый столбик предыдущего ряда. Делаем 2 накида на крючок. Находим первый рельефный столбик в предыдущем ряду.
И вот таким образом заводим за него крючок. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем 2 петли, еще 2 петли и оставшиеся 2 петли. Снова делаем 2 накида на крючок, находим второй рельефный столбик, заводим вот таким образом за него крючок, подхватываем рабочую нить, протягиваем, провязываем 2 петли, еще 2 петли и последние 2 петли. 2 накида на крючок, находим третий рельефный столбик и заводим вот таким образом за него крючок. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем 2 петли, еще 2 петли и последние 2 петли. И остается еще один рельефный столбик. Делаем 2 накида на крючок, находим четвертый столбик и вяжем за него рельефный столбик с 2 накидами. Связали. Дальше у нас идут в предыдущем ряду 2 столбика без накида. Находим первый столбик и в его вершинку вяжем столбик без накида. В следующую петлю также вяжем столбик без накида. Дальше повторяем вот этот элемент с 4 рельефными столбиками. 2 накида на крючок. Находим первый рельефный столбик и заводим за него крючок вот таким образом. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем 2 петли, следующие 2 петли и последние 2 петли. Снова делаем 2 накида на крючок, находим следующий рельефный столбик, заводим за него крючок, подхватываем рабочую нить и вяжем столбик с 2 накидами. Снова 2 накида на крючок. За следующий рельефный столбик заводим крючок и вяжем столбик с 2 накидами. Два накида на крючок. И за четвертый рельефный столбик вяжем столбик с 2 накидами. Связали. Дальше у нас идут столбики без накида. Первый и второй. Вяжем столбик без накида в вершинку первого и столбик без накида в вершинку второго. И дальше повторяем вот этот элемент до конца ряда.
В конце ряда снова 4 рельефных столбика с 2 накидами. И в последнюю петлю вяжем столбик без накида. И завершили вязание изнаночного ряда с рельефными столбиками. Вот так сейчас выглядит эта деталь. Делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Во вторую петлю от крючка вяжем столбик без накида. И дальше по всему ряду в каждую петлю мы вяжем столбики без накида. По одному в каждую петельку. Всего должно получиться 30 столбиков без накида. Связали. Делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Следующий ряд мы также вяжем столбиками без накида. Начинаем со второй петли от крючка. Вяжем сюда столбик без накида. И дальше в каждую петлю по одному столбику без накида до конца ряда. Всего должно получиться также 30 столбиков без накида. Довязали ряд до конца, и вот что сейчас получается. Дальше нужно повторить лицевой ряд с рельефными столбиками, изнаночный ряд с рельефными столбиками, 2 ряда столбиками без накида. И еще раз лицевой ряд с рельефными столбиками и изнаночный ряд с рельефными столбиками. В итоге у вас должна получиться вот такая деталь. То есть получается 3 повтора с рельефными столбиками всего в детали. И между ними по 2 ряда столбиков без накида. Вам сейчас самостоятельно нужно связать вот эту часть. То есть лицевой ряд с рельефными столбиками, изнаночный ряд с рельефными столбиками, 2 ряда столбиками без накида, лицевой ряд с рельефными столбиками и изнаночный ряд с рельефными столбиками. В итоге должна получиться вот такая деталь. Итак, связали. Получилась вот такая деталь. Последний ряд — это рельефные столбики по изнаночной стороне. Делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Этот ряд вяжем полустолбиками. Во вторую петлю от крючка вяжем полустолбик. В следующую петлю также полустолбик. И дальше по всему ряду провязываем полустолбики, в каждую петлю по одному. Всего должно в ряду получиться 30 полустолбиков. Провязали последний полустолбик, делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. В этом ряду также вяжем полустолбики, но вяжем мы их за заднюю стенку петли. Находим вторую петлю от крючка
Крючок заводим за заднюю стенку петли и провязываем полустолбик. За следующую петлю также за заднюю стеночку заводим крючок и провязываем полустолбик. И так по всему ряду полустолбики за заднюю стенку петли. Связали, делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание на другую сторону. Этот ряд, так же как и предыдущий, вяжем полустолбики за заднюю стенку петли. Начинаем со второй петли от крючка. Провязываем полустолбик и дальше повторяем предыдущий ряд. Завершаем ряд полустолбиков и сразу начнем делать обвязку. Воздушная петля. Поворачиваем вязание вот таким образом к себе. И смотрим, у нас здесь 3 ряда полустолбиками. Воздушную петлю связали напротив крайнего ряда. Дальше напротив следующего ряда свяжем еще один полустолбик. И напротив первого ряда полустолбиков свяжем еще один полустолбик. Связали. Дальше у нас идут 2 ряда рельефными столбиками. Напротив каждого из них получается по одной петле. То есть напротив одного ряда у нас столбик без накида, напротив второго ряда у нас воздушная петля. Вот в эту часть, там где у нас вот этот элемент идет, сбоку нужно связать 3 полустолбика. Крючок заводим в крайние петли. Один полустолбик. Дальше в крайнюю также петельку второй полустолбик вяжем. И еще раз вот в это место третий полустолбик. Дальше у нас идут 2 ряда столбиками без накида. Также в крайние петли напротив этих 2 рядов вяжем 3 полустолбика. Первый, второй и третий. Дальше у нас снова идут ряды с рельефными столбиками. Напротив них, так же как и здесь, вяжем 3 полустолбика. Первый, второй и третий. Дальше снова 2 ряда столбиками без накида. Напротив этих 2 рядов также 3 полустолбика. Первый, второй и третий. Дальше снова идут ряды с рельефными столбиками, 2 ряда. Напротив них также 3 полустолбика. Первый, второй и третий. Здесь у нас идет ряд столбиками без накида и ряд полустолбиками. Здесь нам нужно связать 2 полустолбика. Первый
И вот здесь в крайнюю петельку вяжем второй. Дальше у нас идут 30 петель донышка. Обвязываем их полустолбиками, начиная с первой петли. Вот здесь вяжем полустолбик, следующую петлю заводим крючок и вяжем полустолбик. И так по всему донышку, в каждую петельку. Как я уже сказала, здесь 30 петелек. И по этой стороне мы делаем обвязку точно так же, как обвязывали вот эту сторону. Количество петель, связанных вот на этой стороне, должно соответствовать количеству петель, связанных вот по этой стороне. Обвязываем донышко полустолбиками и вот эту боковую сторону. Итак, обвязали все 3 стороны. И сейчас ниточку можно обрезать. Обрезаем нить, вытягиваем нить через петлю, заправляем нить в иголочку, заводим иглу под первую петельку вот в этом ряду. Если иголочкой неудобно, возьмите крючок, заводим вот так. И возвращаем иглу в центр последней провязанной петли. Завершили обвязку этой детали. Хвостик нити необходимо спрятать под петли с изнаночной стороны этой детали. И вяжем еще одну такую же деталь.